Девочки, всем привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне на видео. Кто еще со мной не знаком, меня зовут Марина. Настало время показать вам новую косметичку на ближайшее время. Так что любителям обзора декоративной косметики продолжайте меня смотреть. Все тот же у меня будет праймер от Эльф, который для затирки пор. Он у меня уже почти, можно сказать, заканчивается. На 100% он свою работу не делает, но процентов на 70 он работает. Также все тот же у меня стик от Kiko Milano под глаза. Я его использую перед нанесением консилера. Очень мне нравится, он охлаждающий, и его не надо хранить в холодильнике. Также я покажу вам SPF, которым я пользуюсь сейчас. У меня сейчас SPF от La Roche-Posay. Я всегда беру или La Roche-Posay, или Vichy. Мне больше всего это нравится. Всегда беру 50+. Я использую SPF и зимой, и летом. Так, следующее. Мой праймер от NYX. Все его знают. Всегда блестяшки наношу на этот праймер для глиттеров. Также праймер для теней у меня все тот же Essence. Это старый их выпуск, они уже перевыпустили, просто в другой упаковке. Прекрасно работает. Это один из бюджетных праймеров, что есть у Essence и Catrice. Так, следующее, давайте перейдем к тональным средствам. И хочу вам показать вот этот фильтр от Essence. Это новинка у меня в 10 номере. Я его использую перед нанесением тональной основы. Я тональный крем использую матовый от L'Oreal. И прекрасно он сочетается вот с этим фильтром. Такого блеска прям не видно, что вот прям вот у вас будет лицо блестеть. Я как не знаю, там как блин нет. Как жирный блин нет. Ну нормально подсвечивает кожу. Запах, кстати, не очень приятный у этого фильтра. Такой какой-то аптечный, знаете, вот как в аптеках пахнет. Вот такой вот фильтр. Ну, нормально, мне понравился. Соло я его не использую, потому что он ничего не скрывает. Ну, если у вас, конечно, идеальная кожа, да, то можно его и соло использовать. Так, тональный крем у меня от Fit Me в оттенке 110. Не в восторге от него. Мне кажется, они, как сказать это по-русски-то, мне кажется, они тут изменили формулу. Многие девочки это говорят, и качество у него уже не такое, как было раньше. Повторять его не буду. Он забивается, кстати, в поры, и мне это не очень нравится. Мой любимый тональный крем это на сейчас, то есть на данный момент, это L'Oreal Infallible. У меня в оттенке 120 и 15. Если хотите обзор, у меня в покупках есть. Я оставлю ссылку на это видео. Прекрасный тональный крем, подходит для комбинированной и жирной кожи. На лето самое то. Кстати, если вы заметили, они перевыпустили. У них новый бутылек. Мне нравится, я смешиваю, и прекрасно смотрится на моей комбинированной коже. Так, следующее, давайте перейдем к консилерам. Все тот же консилер у меня от Catrice в оттенке 0,32. Этот консилер очень хорошо подходит для возрастной кожи, потому что он не подсушивает кожу, так как он увлажняющий и стойкий. Но его все равно надо подпудривать немножко. Я прохожусь пудрой, потому что он имеет такое вот, что забивается немножко в мимические морщинки, но я стараюсь туда не наносить много консилера. Он у меня же, кстати, заканчивается. Также моя любимка это консилер от Clinique. У меня вот в таком он оттенке. Классный консилер, цвет мне подошел. Его, кстати, можно и не припудривать. Здесь вот такой необычный спонжик. Покрытие очень хорошее даже. Мне нравится этот
консилер. Так, следующий консилер. Ну, вот этот консилер от L'Oreal я использую как больше подсвечивающий, потому что он для меня немного светловат. Но он тоже уже заканчивается. Надо мне взять чуть-чуть, видите, контраст цвета какой. Мне надо взять на один номер темнее, 328, наверное. Вот так вот выглядит. Но подсвечивать очень даже хорошо. Мне нравится этот консилер. Ну и также консилер от Catrice у меня в оттенке 0,15. Замазывать прыщики самое то. Давайте теперь покажу я вам, какая у меня будет тушь. И тушь у меня сейчас только Eveline Extension Volume. У меня водостойкая версия. Я ее покупала по советам бьюти-блогеров. И хорошая тушь, мне очень даже она понравилась. Здесь силиконовая такая вот щеточка. В общем, ее я и беру. Так, для бровей. Для бровей у меня будет вот этот гель от NYX. Как вы видите, он был прозрачный, а теперь стал вот таким вот темненьким. Ну, хороший гель, кстати, но им надо повозиться. Сначала так бровь расчесать, потом так, и потом еще раз надо пройтись, чтобы он зафиксировал бровь хорошо. Если он фиксирует изначально, то ваши брови будут держаться. В общем, понравился мне этот клей для бровей от NYX, но им надо повозиться. Также для бровей у меня все та же палетка теней от Catrice. Очень ее люблю. У меня в 20 номере. Стойко, качественно. И карандаш для бровей. Ну, я этим карандашом, честно говоря, редко пользуюсь. Так, какой-то оттенок. Оттенок 302. Ой, что он раскрошился-то? Он у меня упал, поэтому грифель теперь ломается. Это вот такой вот темненький цвет. Ну, хороший. Единственное, видите, грифель теперь ломается, потому что он у меня упал. И подводка у меня все та же от Essence. Она до сих пор рисует. Здесь вот такой вот тонкий фетровый наконечник. И очень можно тонко сделать себе стрелочки. Хороший айлайнер. Мне очень даже он понравился. Так, давайте перейдем теперь к румянам и бронзерам. Мои любимые румяна стали в этот раз это жидкие румяна. Мне очень в последнее время нравятся жидкие румяна. И вот эти одни из моих любимых. Это румяна от Astra. Они в оттенке 02. Девочки, шикарные румяна. Они держатся весь день. Они матовые и они фиксируется на лице. Так, фокус. И никуда не сходят. Вот такие вот румяна. Так, извините. Очень красивые. Давайте их растушу и покажу вам. Очень красивый, нежный, освежающий цвет. Также я беру себе вот эти румяна, новинка от Essence. Недавно я вам их показывала в своих покупках. У меня в оттенке 40 Coral Crush. Классные, кстати, румяна. Они не съедают тон, как от Catrice. Здесь есть Off и On. Прекрасно наносится, держится весь день. И не надо потом проходиться сухими румянами. И, в общем, они очень даже хорошо смотрятся на щечках. Что-то плохо нанеслось. Минуточку. Вот. Побольше я нанесла. Минутку. Растушую. Вот такой у них коралловый красивый цвет.
общей покупкой я довольна своей. Теперь давайте перейдем к румян. У меня больше нет. Почему у меня двое пока румян? Потому что у меня также есть румяна с Project Pen. Но я их сейчас не буду вам показывать. Давайте перейдем к бронзерам. Также я беру жидкий бронзер от Revolution Pro. Красивый бронзер у меня в оттенке... Какой-то оттенок. Вот тут номера нет, просто название Light. Это самый светлый, тоже хороший бронзер. Мне очень даже он понравился. Кстати, тоже здесь Off-On есть. И он выходит очень даже стабильно. Так вот вокруг. Не как у Essence с одной точки. Вот. Очень красивый бронзер. Мне нравится. Но единственное, что я заметила, что он может немного исчезать. Поэтому я стараюсь его наслаивать. Но очень красиво смотрится на лице. Так что у меня все падает. Вот такой вот бронзер. Давайте я здесь сейчас растушую, покажу. Красивый. Мне очень он понравился. Из бронзеров, что у меня еще будет? Ну, вот этот знаменитый бронзер от Catrice. Он у всех есть, шикарный. Что про него рассказывать, все его знают. Также у меня будет вот такая вот палетка от NYX, где здесь есть и бронзер, и хайлайтер, и пудра. Кстати, мне и пудра очень даже понравилась, и хайлайтер, и бронзер. Вот такой здесь бронзер. Да, бронзер немного яркий, и можно переборщить. А так он очень даже красиво смотрится на лице. Так, что с фокусом? Вот. Очень даже красивый бронзер здесь. Ну, давайте покажу сразу и хайлайтер, и пудру. Хайлайтер здесь такой вот золотистый. Также я беру вот эту палетку свою. Что-то я ей перестала пользоваться. Пару раз воспользовалась и забыла. Это Essence Glow and Bronze. Тоже все ее так хвалили. И я решила тоже купить. Здесь очень красивый хайлайтер. И два бронзера. Один сияющий, один матовый. Вот такие вот оттенки. Ну, эту палетку тоже многие приобрели, так что не буду много на ней останавливаться. И качество у этой палетки очень даже хорошее. Также у меня... Давайте перейдем к хайлайтерам. Хайлайтер я беру вот этот Essence. Тоже хороший хайлайтер у меня в оттенке 20, но он очень быстро схватывается на лице. Здесь тоже Off-On есть. И поэтому с им очень быстро надо работать, потому что он застывает очень-очень быстро. И не успеваете просто его растушевать. Так, куда я нанесла? Да. Ну, вот такой вот красивый перелив. Давайте сделаем сюда. Надеюсь, вам видно. Вот здесь лучше видно этот блеск. Есть подложка розовая. Хороший хайлайтер, мне понравился. Такой у него мокрый эффект, можно сказать. И еще один хайлайтер от Catrice. Вот этот хайлайтер, конечно, намного лучше, чем от Essence. Он просто шикарно лежит, шикарно тушуется. Его тоже многие приобрели. Давайте вот здесь покажу. Его до сих пор можно найти в продаже. Я видела в магазине, кстати. Вот такой вот сияющий хайлайтер. Очень красивый. Тоже эффект такой мокрый.
Ну, очень нежно лежит, очень красиво лежит на лице. Также давайте покажу вам пудры. Все та же пудра от Golden Rose, которая скоро, мне кажется, закончится в этом году. Тоже у многих есть классная пудра. Рекомендую. И пудра от Makeup Obsession. Это от Revolution. Так, извините, мне тут спонжик. Вот в таком она оттенке. Тоже хорошая подсвечивающая пудра. Мне очень даже она нравится. Также у меня есть еще одна пудра от Too Faced. Но она у меня в сумке, поэтому я ее тоже много раз вам показывала, поэтому не буду сейчас вам ее показывать. А, девочки, я вам забыла еще кое-что показать. У меня же здесь еще есть сухие хайлайтеры и румяна. Хайлайтер у меня будет сухой от Vibo. Как же я люблю этот хайлайтер. Это просто шикарный хайлайтер. У меня в оттенке 03. Это польский бренд, кто знает. У Vibo, кстати, хороший есть. Хорошая косметика, мне нравится. Про польскую косметику я узнаю от польских блогеров. Также хайлайтер у меня будет от Revolution. Тоже шикарный просто хайлайтер. Это Pink Seduction. Тоже линейки, по-моему, 5 цветов. Но мне больше понравился вот этот вот розовый. Он очень красиво смотрится. Без лишних блесток. Лежит очень красиво на лице. Посмотрите. Какая красота. Шикарный хайлайтер, девочки. Так. И еще один хайлайтер у меня будет. Вот этот. Meta Glow. Но он больше у меня как тени идут. Это новинка. Вышла под номером 01 у меня. Тоже шикарный просто хайлайтер. Он переливается в розовый цвет. Также я беру новый хайлайтер от Essence, который вышел недавно. Это абрикосовая коллекция. Хороший хайлайтер, я уже им воспользовался. Мне очень даже он понравился. Лежит очень красиво на лице. Но это стандартный классический хайлайтер, который выходит у Essence и у Catrice, как я уже вам и говорила. Также из новой коллекции абрикосовой я беру вот эти румяна. Я их уже попробовала. И хочу вам сказать, что они прекрасно смотрятся на лице. Хотя, когда я делала сводч, они не видны были. Вот посмотрите, у меня в последнем видео про покупки я оставлю ссылку внизу под описанием. Ну, видите, да, как они сыпятся. Я набирала вот этой кисточкой. У меня это Дуафибра. Я ей пользуюсь. То есть этой кисточкой наношу только румяна. И прекрасно нанеслись эти румяна, и они очень даже хорошо видны на лице. Хотя, когда делаете сводч, ничего не видно. Но на лице они очень даже видны. И очень красивый цвет получается. Это матовые румяна. Так что, девочки, светленькие или темненькие, берите. Прекрасно смотрятся на лице, если вы любите вот такой вот персиковый цвет. Также еще одни румяна. Это от Revolution, тоже новинка. Прекрасные тоже румяна. Они достаточно яркие, поэтому их надо наносить как бы слегка. Но я вам показала, какой я кисточкой набираю. И прекрасно переносятся эти румяна. Шикарно тоже смотрятся. Давайте я покажу. Они такие нежно-розовые, но ими тоже можно переборщить. Так, давайте теперь перейдем к самому интересному. Это, наверное, к теням и к помадам. Давайте покажу теперь, что я беру из теней. Мои любимые жидкие тени от Max More. Это магазин Action. Прекрасные тени жидкие. С одной стороны они вот такие вот шиммерные. Прекрасно держатся. Не трескаются. В общем, стоят они где-то около 2 евро. И они просто восхитительные.
Вот такой у него оттенок. Ну, их уже больше нет в продаже, к сожалению. Также я беру тени от Golden Rose. Вот такие вот называются они. F-Glaze Liquid F-Shadow. А какой-то оттенок? А вот так называются они. Это Golden Rose. Тоже прекрасные тени. Но эти тени, они больше сатиновые, чем шиммерные. Они не такие блестящие, заметьте. Вот я вам показываю. Они больше сатиновые. Тоже очень даже хорошо держатся. Они чем-то похожи на люкс визаж. Схватываются тоже быстро. Надо быстро тоже их растушевываться. Не трескаются и держатся прекрасно. Также от Essence. Вот этот стик. Тоже очень люблю. Тоже стойкий. Я вам много раз про него рассказывала. Тоже такие вот шиммерные тени. Прекрасная тоже. Это у них линейка вышла. Также я беру вот эти однушки Spicy Glam от Catrice. Их тоже до сих пор можно найти в продаже. По-моему, там 3 цвета вышло у них в линейке. Я взяла вот этот вот светлый, который переливается. Это дуохромы. Он вот так вот переливается. Очень тоже красивый цвет. Также я беру свою палетку от Наташи Денона. Очень ее люблю. Мини Star Palette. Шикарная тень. Наташа Денона тушуется просто великолепно. Как вы видите, самый мой любимый цвет это вот этот. Ну и блестяшки здесь, конечно, супер просто. Смотрите. И вот этот матовый. Просто пигментация шикарная. Ну, у многих тоже есть эта палетка, поэтому долго не буду на ней останавливаться. Также я беру вот эти тени, тоже мои любимые тени от Catrice. Шикарная просто у них вот эта линейка вышла. Здесь розовые такие вот тени, прекрасно шиммерные, матовые тени. Посмотрите. Многих тоже видела я эту палетку. И всем нравится это качество. Хорошие у них вот эти палетки, поэтому я тоже часто пользуюсь этой палеткой. Также я беру вот эту палетку от Essence. Это Hook Teddy's. Это палетка для лица. Вот. Очень хорошая палетка брать с собой в путешествие. Здесь есть сразу и хайлайтер, и румяна, и стандартные классические цвета теней. Здесь есть даже дуохром, но это дуохром больше как топперный. Его не видно, но очень красивый перелив. Посмотрите, какой цвет красивый. Матовый тут тоже очень даже красивые. Вот. Ну и хайлайтер. Классический такой, то, что есть у Essence. Давайте я вам покажу сводчи. Так, вот это вот хайлайтер. Так, тени. Смотрите. Очень красиво тоже смотрится. Хорошая палетка. Мне нравится. И румяна тут тоже даже очень-очень красивые. Вот. Просто немного, если у вас большая кисть, неудобно наносить. Тоже такие розовые, золотистые, они переливаются. Вот. Хорошая палетка, девочки, тоже многих видела ее. И еще одна палетка, это новинка от Revolution. Я уже ее попробовала и могу сказать вам. Палетка хорошая, мне понравилась. Ее недаром хвалили. Это такая палетка, знаете, нанести вот этот темный цвет, растушевать вот этим и нанести любую блестяшку. Очень красиво смотрится. Я наносила вот так вот, как я вам сказала, и поверх я
Нанесла вот этот цвет и очень красиво смотрелся. Мне понравился. И подсветила уголок вот этим белым цветом. Тоже очень красиво блестит. Вот этот цвет, конечно, мне больше понравился. Смотрите. Конечно, блестят эти тени шикарно. Как я вам уже говорила, это такие более кремовые тени. Хорошее качество этой палетки и блестяшки хорошие. Единственное, вот этот очень цвет рыхлый, но блестяшки здесь все яркие и красивые. И давайте покажу вам, какие блески помады я взяла. Это мой новый блеск от Astra. Очень красивый блеск. Вот посмотрите, как он переливается на дневном свете. У меня оттенок 02. И вообще Astra косметика очень даже хорошая, потому что это итальянская. Давайте я покажу цвет. Ну, не видно, наверное, сейчас будет. Но на губах очень даже красиво смотрится. Там такие вот мелкие-мелкие блестки. Это я беру. Также у меня вот это масло Lip Oil. Не буду показывать, цвета не видно. Очень хорошее ухаживающее средство для губ. Я иногда беру в сумку с собой. Также у меня вот этот тинт от Essence. Хороший тинт, но, я как вам уже говорила, там очень сладкий привкус. Мне это не очень нравится. Но цвет очень даже красивый. Какой-то цвет. Это цвет 02. Вот такой у него цвет. Как я сказала, это тинт. Но у него привкус сладкий. Также я беру вот этот помаду от Golden Rose, которая уже почти, можно сказать, заканчивается. Тоже хороший, дает такой блеск. Так, неудачное место вам покажу, как показываю для сводчей. Вот. Красивый, нежный розовый цвет. Это у меня оттенок 05 Golden Rose. Также вот эта помада мне очень тоже нравится. Это помада от Catrice Plumping Gel Lipstick. У меня в оттенке 110. Прекрасная помада. Мне очень нравится. Она, конечно, не стойкая, но очень комфортная на губах. И давайте я вам покажу карандаши, которые я взяла. У меня всего будет 3 карандаша. Это карандаш Golden Rose. Это оттенок 521. Также 2 карандаша от Trendy Tab в оттенке 160 и в оттенке 010. Очень хорошие карандаши. Golden Rose, конечно, не стойкий, но очень комфортно и красиво смотрится на губах. Ну, а вот эти карандаши от Trendy Tab, которые стоят около 2 евро, очень стойкие. Когда я езжу, я стараюсь их покупать. Так, это вот такой вот цвет. Это цвет 160, такая вот пыльная роза. И вот такой вот светло-бежевый нюдовый цвет. Не знаю, будет сейчас видно или нет. Так, не видно на коже, но на губах прекрасно смотрится под нюдовую помаду. Вот такая у меня будет косметичка на ближайшее время. Спасибо вам за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.